Вот, брекеты сняты. YouTube отключил счетчик лайков и дизлайков, и можно возвращаться. Всем привет! Меня зовут Лилу Мун, и меня попросили рассказать о том, в каких студиях я снималась и какие студии мне больше всего понравились. Поэтому присаживайтесь поудобнее. Поехали. Начнем с того, что там, где проходят съемки, это в основном Будапешт, Прага и Барселона. Там нет самих студий. Сами студии находятся, например, в Америке, какая-то часть находится в Англии, и лишь небольшая вообще часть находится именно в Праге и Будапеште. Поэтому, снимаясь для студий, например, таких как 21 Sextory, мы снимаемся не конкретно в этой студии, а мы снимаемся у посредника. Это продюсер, который прошел кастинг, и по договору он снимает для этой студии и, соответственно, получает инвестирование. Получается, что, говоря о студиях, я буду говорить, в общем-то, о людях, с которыми мне пришлось работать и с которыми было наиболее приятно работать. Итак, мой персональный топ студий, с которыми мне реально понравилось сниматься. И я начну с конца. 5-е место — это студия Babes. Невероятно добрый, приятный продюсер, с которым очень легко работать. У него просто замечательная команда. К сожалению, мне не удалось посниматься у них достаточно много, как бы мне хотелось, потому что я сообщала дату своего приезда примерно за 2 недели. А у ребят расписано было все, я думаю, что на месяц вперед. Поэтому за все время, пока я снималась, мне удалось поработать с ними раза 4, я думаю. Но это реально стоило того. Это были классные съемки. Номер 4. Это студия Darcel. Для Darcel просто невероятно интересно сниматься, так как в этих съемках присутствует какая-то история. То есть там есть сюжет, и эти все сюжеты переплетаются между собой. Иногда съемки занимают не 1 день, а там 2 или 3, и ты можешь участвовать, например, в какой-то просто маленькой сцене. Студия покупает для этих съемок костюмы, аксессуары, и это дает такое ощущение, как будто ты участвуешь в съемках какого-то сериала. Куча народу на съемочной площадке, кто-то приходит, кто-то уходит, и это такое ощущение какой-то огромной команды. Очень классно. Топ-3 — это 21 Sextory, и для этой студии я сняла, наверное, большую часть всех своих сцен. Продюсер этой студии очень ценит ответственных моделей, которые никогда не опаздывают, знают английский, не ноют, работают быстро, слаженно. У них, в принципе, вся команда такая, она очень слаженная, все очень добрые, приветливые. Это те ребята, с которыми на самом деле очень приятно сниматься. Мы постоянно что-то веселились, прикалывались, смеялись. От этой студии я получала каждый приезд, наверное, от 2 до 5 сцен. Думаю, именно эта студия сделала меня узнаваемой моделью, потому что, во-первых, я очень много снялась для них, и они очень многому меня научили. То есть они научили меня позировать, как держаться в кадре. Они научили меня не отвлекаться на лишнее во время съемок, так как это на самом деле очень важно в нашей работе. На 2-м месте у меня студия Fayhub. У ребят классная команда, 2 больших дома в Праге, куда ты можешь приехать, жить там бесплатно, если ты снимаешься для них. Если ты не снимаешься для них, то можно платить какие-то, по-моему, $20 или 20 евро в сутки, что равняется проживанию в хостеле, но ты живешь в классных условиях. Все очень здорово организовано. Каждое утро нас ждали завтраки. Каждый вечер мы ходили в рестораны или мы устраивали посиделки дома, готовили, покупали всякие вкусняшки. Работать с этими ребятами было просто одно удовольствие.
Сами съемки для этой студии проходят очень легко, они снимаются практически одним дублем, при этом стиль всех этих съемок в большинстве своем это такие комедийные ролики, где утрированные эмоции, утрированные звуки все, поэтому это очень смешно, очень забавно. Мы тоже постоянно смеялись, и, в общем, эти съемки запомнились мне надолго. Итак, мой фаворит — это студии SexArt и MedArt. И в Праге и в Барселоне это просто замечательная команда, с которыми супер комфортно работать. Это съемки, на которых просто ты чувствуешь себя как принцесса. То есть никакого стресса, супер классная команда. Мне очень нравится, что в этих съемках такой натуральный макияж, то есть тебя не перегружают, там нет тонны мейка. При этом сцены очень натуральные, очень все естественно, практически без остановок, то есть снимается все очень быстро. В сценах сделан акцент на чувства партнеров друг к другу. И сценарий в основном очень приближен к натуральной какой-то жизни, к естественным условиям, если так можно сказать. Поэтому это, наверное, самые комфортные съемки в моей жизни. И это номер один. И вместе с этим есть, конечно, студии, в которых я ни за что бы не захотела сниматься. Вы меня очень часто спрашиваете про эти студии, почему у меня там нет. Все просто, потому что с этими людьми на этапе переговоров уже все пошло не туда. На этапе переговоров, когда я задавала им обычные, вообще простые вопросы, которые обычно модель задает продюсеру, их это начинало дико раздражать, и они мне так отвечали, как бы манипулируя мной, что я еще никто, что я какая-то моделька, которую еще никто не знает, и в этот огромный крутой бизнес я попаду только благодаря им и только благодаря съемкам в их студиях. Итак, топ-2 студий, в которых я ни за что не хотела бы сниматься и ни за что не буду. Это студия Legal Porno и Пьер Вудман. Я знаю, что очень многим нравятся эти студии, и я не имею ничего против этих людей, которые любят такой контент, но я не целевая аудитория этих студий и точно не их модель. Ну что ж, вот такая подборочка у меня получилась. Навряд ли вы, конечно, досмотрели до этого момента, уже побежали их искать, все эти студии. Но если у вас все-таки остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. И до следующих выпусков.